Привет, меня зовут Елена, и вы на моем канале. У нас сегодня опять небольшая хроника. Покажу несколько интересных дизайнов со стемпингом. В принципе, стемпинг сам по себе, это просто отпечатал и все. Я обычно, если делаю дизайн со стемпингом, если я сама с собой, я еще могу там запудриться, что-то там придумать, то когда уже сидит клиент вот перед тобой, он такой на тебя смотрит, придумай что-нибудь. У меня ограниченные тогда возможности, и я что-нибудь придумаю. Кстати, на этой клиентке я забыла, что на ней я все время делаю китайку. Поэтому в последний раз ей не повезло, и я забыла, что на ней я рисую именно китайку. Обычно я придумываю дизайны сама, она просто мне подсказывает, какой цвет мы сегодня делаем. И давайте же приступим к просмотру. Пришла наша китаечка. Все, в принципе, хорошо, замечательно. Девушка работает также в магазине, и есть, конечно, небольшие проблемки с ноской. И мне кажется, так как у нее вот сильно так ногти сами по себе впиваются в боковые валики, в этом и сложность вообще всего процесса. Вроде наносишь, не доходя до бокового валика, в конце концов что-нибудь да заплывет или затечет. Убираем материал. Опять же, у девушки похожи руки, как и у другой девушки. Вверх растущие ноготки. Также я убираю сам апекс и убираю на торце большинство материала. Хотя эта фреза мне очень нравится. Я заказала себе еще пару-тройку. Скоро они придут. А, кстати, насчет Алиэкспресс. 200 лет уже прошло, я вспомнила. Я оплатила налог на Алиэкспресс и больше ничего. Доставили, как всегда, домой. Ничего я не доплачивала. Так вот, снимаем материал. Наконец-то я делала заказ этих фрез, ждала, когда придет посылка пробная. И вот я купила там много-много всяких разных. Будет интересненько посмотреть. Все, в принципе, хорошо. Все замечательно. Укоротили ноготочки. И укрепляю я. И вот опять ля-ля-ля. У меня, в принципе, такой был, тут, мне кажется, период. Я делала колбаску. Могу сказать честно, по опыту, шикарный вариант. Реально это работает и хорошо материал носится. Надо будет к этому способу тоже вернуться. Обалденно. Именно носка вот с этой колбаской. Даже если мы выпиливаем материал из-под ноготочка, вот, допустим, в этом случае это слегка сделать тяжеловато. Если у меня ноготочки вниз растущие, мне легче выпилить, да, то в таком варианте выпилить не так уж легко. И вот этот способ, вот этой нанесения колбаской более таким гелем-желе реально спасает ситуацию. Да, так что тут я использую по цвету, узнала. Красивый такой цвет от Beauty Luxe, персиковый. Но так как он по тону мне не сильно так нравится, как он смотрится, допустим, как на френч или что, то я его вообще хорошо использую под цвет лака. Сам гель по себе обалденного качества, мне очень нравится. И гель-желе у меня тоже Beauty Luxe. Мне нравится его консистенция, он такой густоватенький, и тем не менее обалденно разравнивается и никуда не течет. Даже, мне кажется, для начинающего мастера самое то. Тут девушка выбрала такой неоновый цвет. Наносим его, этот цвет, обязательно в 2 слоя, мне кажется, все делают, 2 слоя, даже можно не проговаривать. Первый слой я наношу просто, желательно тоненьким слоем, а уже по второму слою я уже тоненькой кисточкой дорабатываю около кутикулы. Но в этом случае девушка передумала, как я уже говорила, я один пальчик всегда показываю клиенту, если он согласен, то мы продолжаем. Девушка онлайн, типа, говорит, кстати, русская девочка, слишком яркие, мне не нравятся. И вот я ей предлагаю какой-нибудь цвет другой. У меня все лаки выкрашены именно в книжке. Я уже так работаю больше 3 лет, мне так очень удобно, очень интересно. Тут мы выбрали цвет. Я выбрала кошку, более такой натуральный цвет. Тоже очень симпатичный. У меня его носят обычно те, кто не любит такие более выделяющиеся
цвета. И вот это, да, контраст. Сначала выбрала на оранжевый, неоновый, а потом раз такая розовая, бежевая, бордовый. Кстати, очень кошка красивая. Также я примагничиваю. Там, в принципе, магнит не сильно играет роли. Хотя эффект очень красивый. И без магнита этот лак очень красивый. Стемпинг. У меня, походу, везде стемпинг. Но я отпечатала не полностью его, а сделала такой типа рисуночек. Этот рисуночек я обрамляю блесточками. У нас всегда блесточки. Обрамляю блесточками. У меня, по-моему, походу все девочки узбечки. Люблю я очень блесточки. И я подумала, там китайку куда? Хотя китайку можно впихнуть куда угодно. Но что-то мне кажется, устала я в последнее время. И я сделала в мазковой технике пару таких лепесточков, цветочков. Дизайн получился интересненький, почему бы нет. Обожаю стемпинг как фон. Это выглядит очень интересно. Рисую я здесь М-пастой от Эми. И, кстати, кисточка у меня тоже от Эми. По-моему, жесткая кисточка. Мне нравится ей рисовать вот такие вот мазковые дизайны. Раз-два и закончили. Очень нежненько, красивенько получилось. Как раз девушка работает на кассе в магазине. И любит, когда у нее красивые ноготочки. Даже без кассы, да, мы все любим красивые ноготочки. Девушка вернулась. Все у нас прекрасно, все хорошо, все замечательно. И когда мы, естественно, ей делали ноготочки, Ленка забыла, что я на ней рисую. Что-то я не знаю почему. Я забыла, что я на ней рисую китайку. Приступаем опять к снятию материала. Снимаю материал именно у кутикулы. Вообще там шикарно мне этот слоик. Этот способ с колбаской шикарный. Но по ходу я и сделаю, насколько я помню, именно полигелем в конце концов. Так вот, снимаю материал, апекс убираю. И также укорачиваю длину. У нее, она говорит, все хорошо, потому что она не работала, была в отпуске. Но посмотрим, как она придет в следующий раз. Также убираю материал, там практически по самой не могу, убираю материал. Отслоечек очень мало. Все как обычно, у девушки очень мало растет кутикула. Я буквально подчищаю птеригией и зашлифовываю шариком кутикулу. И на этом, в принципе, вся выработка кутикулы и заканчивается. Больше я уделяю именно как сказать, на ее ноготках именно торцу, потому что в основном идут отслойки именно от торца. И так как все-таки ноготок вверх растущий, то мне легче или сделать колбаску, или, допустим, полигелем как-то выйти за край ноготка. Все время пробую всякое разное. Именно работаю под настроение. Но вообще заметила, что если ноготок не выпилить изнутри или сделать его вровень с гелем, ничего хорошего из этого никак не выходит. Теперь после всего всех манипуляций я наношу базу. И вот я наношу полигель. Полигель — это который я покупала у фирмы Color Your Nails. Мне этот полигель очень нравится. Постараюсь не забыть и оставить ссылочку на этот обзор. Мне очень нравятся эти полигели. У меня, кстати, я сейчас изменила, как я делаю Baby Boom. Теперь я делаю его с белым полигелем. У меня есть полигель от Космопрофи. И вот я хочу заказать еще полигель белый от этой фирмы. То, что мне полигель их очень нравится. И уже сверху я добавила вот этот, кстати, розовый цвет, который мне пришел на второй посылке от той фирмы, где было наводнение. Мне пришла вторая посылочка. Обзор я скоро выложу. Или, как всегда, забуду. И уже им, так как такой цвет, он непонятный, я им уже доложила материал. Показываю слегка опил. Я именно на кончике ноготка делаю опил пилочкой. А уже все остальное около кутикулы и около боковых валиков
Я всегда опиливаю фрезой. Мне так удобно, прям это очень удобно. И, во-первых, очень быстро. На опил у меня уходит буквально 10 минут, если не меньше. Это происходит очень прям молниеносно. И вот этим способом, естественно, после маникюра, который я делаю до выкладки геля, я уже кутикулу ничем не обрабатываю. Хотя привычку такой вести можно. И девушка выбрала бордовый цвет. Он такой красивый бордово-малиновый цвет. Первый слой я наношу просто тонким слоем. Уже вторым слоем я отодвигаю кутикулу пушером. И тоненько кисточкой помогаю себе подобраться ближе, чтобы цвет как можно дольше казался свеженьким. Да, не отросшая часть показалась там намного дольше. Но сильно вот я себя там этим не замучиваю, что прям под кутикулу я так не заморачиваюсь. И почему, не знаю. Я выбрала стемпинг, она мне показала, по-моему, какой-то рисунок. И я, как люблю эту кошечку, я уже все-таки дизайны показывала. Я сначала сделала кошечку, отпечатала ей розочку, она хотела цветочек, намекала девушка. Цветочек мне не понравился, и мы ей переделали, сделали точный рисунок. Я забыла, что я на ней рисую. Она намекала на розочку. Ну ладно. Вот такие ноготки у нас получились. Тем не менее, клиент остался доволен. И это же самое главное. На этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте поставить лайк за мои старания. А мы увидимся в следующем видео. Пока.